Всем огромный привет! Начинаю свое видео с вечера. Вот так вот Агния у меня любит чистить лук, чеснок. Это прям у нее любимое занятие. Сегодня я буду заниматься уборкой, готовкой. Я прям отдыхала все дни, ничего мне не хотелось делать. Знаете, бывает такое настроение, когда ничего не хочу делать, и через силу, конечно, делаешь что-то, готовишь, но нет такого желания, поэтому прям такие какие-то грандиозные уборки, ничего не делала, просто отдыхала. Иногда тоже надо отдыхать. Вот так вот выглядит сейчас моя рассада с перцем, два вот этих контейнера, и отсюда надо вообще его убрать, потому что тут Агния мне добралась, помяла все, и вот у меня взошел уже гранат, я хочу его пересадить, купить стаканчики и посадить в другую какую-то форму, потому что здесь не очень удобно. Сегодня на завтрак я решила приготовить детям кукурузную кашу. Готовлю ее очень редко, потому что сама не любитель такой каши. В итоге сын у меня не захотел ее есть, ну а девочки мои покушали. И сегодня я решила попробовать впервые сделать самодельное средство, чтобы отмыть свои кастрюли. Нашла я этот рецепт в интернете, и там говорилось, что средство отлично работает, надо немножко подождать, и все отмоется. Я добавляю уксус, соду, лимонную кислоту и водку, все перемешиваю. Вот такая вот пошла у меня реакция. Дети просто в восторге от вот этого эффекта. Заливаю все в кастрюльку и оставлю на какое-то время, чтобы оно поработало. И пока отмывается моя кастрюля, решила помыть столешку, фартук на кухне, микроволновку. Взяла средство Сиф. Вот так вот прохожусь. Хочу уже освежить, чтобы у меня уже было все чисто. Вот так вот утром обычно встречают Мусю дети. Соскучились по Мусе? Муся уже урчит, балдеет. Не раздерите ее на две части, не разорвите. И тут я нашла конфетку за микроволновкой. Жалко, конечно, что только одна. Так, смотрите, только что мне Ярослав сказал, Агния порисовала вот здесь обои, следы ручкой. Они, конечно, не заметны так сильно, но я хочу сейчас это попробовать все вывести. Выводить буду вот такой вот белизной, белизна гель. Посмотрела в интернете. Сейчас проверим, как работает. Надеюсь, что все отмоется. Я взяла ватную палочку и вот так вот прошлась по тем местам, где на обоях есть следы от ручки. Подождать надо было примерно 2 часа, и все должно было исчезнуть, но у меня буквально за полчаса все следы исчезли, и обои были как новенькие. Мой
посуду, смотрю в окно, Агния моя добралась до грядок, вырвала оттуда лук, который я посадила, севок, и берет уже его чистит. У нее прям какая-то болезнь, она любит очень, но это хорошо для моторики руки, она любит чистить лук, чеснок. Вчера ночью она тоже чистила, перебирала, и у меня уже, когда я достаю лук, у меня все почищено, чеснок чистить не надо, потому что Агния моя, как обычно, поработала. Где ботиночек? Ай-яй-яй-яй, давай, быстрее ножку обувай. Обувай сюда. Давай я помогу. Ой, дай ногу сюда. Мы уже сходили, погуляли на улице. У меня Стеша недавно только научилась ездить на двухколесном велосипеде. И теперь вот каждую прогулку она тренируется, совершенствует свои навыки. Я дальше буду заниматься домашними делами. У меня как раз уже достиралось белье. Сейчас все буду развешивать. И также я буду сегодня готовить. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. No one disappoints. Даешь? Да. Твои штаны постирали, да? Да. Ура! Это кофта. Стеша. Это Ярослава. Штаны. Это чье? Чье это? Да. Твое? Да. Кофточка, да? Где-то вот в этом районе была ручка, все отошло из плинтуса и с обоев, средство очень классное. Мой эксперимент не удался, я подержала вот этот раствор и все, кастрюля в принципе такая как была, вот с таким налетом она такая же и осталась, и средство не подействовало. Сегодня я решила приготовить салат оливье. На днях посмотрела одного блогера, и она его готовила, и мне тоже так прям захотелось его сделать, приготовить. Я, наверное, подвержена какому-то такому влиянию. Если посмотрю какого-то блогера, что-то увижу, мне тоже хочется что-то такое сделать, приготовить, либо купить какой-то товар, который рекламирует блогер. Ну, в общем, я подвержена какому-то такому, знаете, влиянию. Средство мое уже отлично поработало. Вот такая вот грязь у меня внутри. Промываю все, очищаю, смываю водой. В этот раз у меня оливье получилось без соленых огурцов. Я совсем про них забыла, но когда и вспомнила, у меня нет уже в закатках своих огурцов, а в магазине они сейчас очень дорогие, поэтому у меня вот такое вот получилось оливье без огурцов. Также сегодня я решила приготовить суп со скумбрией и приготовлю еще запеканку.
It's constantly. No, I won't make a sound. Я решила в этот раз картошку потереть вот так вот на бурачной терке. Раньше я тоже так готовила, в суп добавляла на терке картофель. Но в последнее время у меня Агния перестала есть суп, в котором есть картошка кубиками. Поэтому я решила вот воспользоваться этим методом. И тут у меня Стеша захотела сама добавить майонез, перемешать салат, и я ей поручила это дело. Включаю духовку, чтобы она уже разогревалась. Сейчас буду отправлять сюда запеканку. Я все смешала, перебила блендером и сверху смазываю сметаной для корочки. But you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you, said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know. И пока здесь убиралась, добралась до своих весов, давно их не доставала, они уже прямо запылились. Я решила заодно уже и взвеситься. В принципе, вес мой в норме, как обычно. То есть он бывает на 2 килограмма больше, на 2 килограмма меньше. И так, в принципе, он остается всегда одинаковый. Я в детстве была таким пухлым ребенком, сколько себя помню, все время потом сидела на диетах, просила маму, чтобы она мне приготовила что-то такое, что-то из диетического, находила какие-то диеты, и вот просила с утра маму, чтобы она мне, помню, отварила 2 яйца, потому что дети меня во дворе обзывали, говорили всегда такие какие-то неприятные слова, типа толстуха, что-то такое. Поэтому я вот постоянно худела. Потом как-то сама собой все пришло в норму, похудела и, в принципе, больше не поправлялась. Видео мое подошло к концу. Всем пока-пока.